На днях появилась информация о том, что сериал «Эмили в Париже» продолжили снимать, снимают 6-й сезон, его снимают в Греции, и вроде как он будет финальным. Естественно, на это уже прореагировали многие СМИ, многие инфлюенсеры, и в том числе французские. Ведь этот сериал по факту стал феноменом, очень многим он не нравится, но почему-то все его смотрят. Кстати, как недавно сказал один парижский блогер, обсуждение Эмили в Париже у нас излюбленная тема номер 2, ну, сразу после протестов. Поэтому подарите нам хотя бы прекрасный слащавый финал, мы этого заслужили. Что же такого было триггерного в этом сериале? Почему многие актеры нам не нравились, но все равно мы продолжали смотреть, что же у них происходит, и переживали за всеми перипетиями их сюжетных линий? Предлагаю сегодня и разобрать. Меня зовут Гонза Елена, я рассказываю о кино и костюмах кино, но в последнее время и про сериалы. И начну я, конечно, с художницы по костюмам. Кстати, потеряла где-то эти карты Таро, поэтому пришлось взять игральные. Конечно, здесь могли заметить уже Кэрри Брэдшоу. Это не просто так, эти художницы по костюмам. Первых 2 сезонов «Эмили Парижа» была Патрисия Филд, которая как раз и работала над сериалом Даррена Стара «Секс в большом городе». Кстати, ее помощницей была Молли Роджерс, которая работала теперь уже над «Дьявол носит Прада». Патрисия Филд работала над первой частью, а Молли Роджерс над второй. Если вы вдруг пропустили эпизод, я ссылочку здесь прикреплю выше, а сейчас более детально про нее и про ее, так скажем, сменщицу. Естественно, создавая такого яркого персонажа, который, возможно, будет еще и всех злить. Ну, слушайте, давайте откровенно. Опять-таки, та же Кэрри Брэдшоу не всемирная любимица. Ну, да, мы ее любим, но ее действия порой вызывают вопросы, точно так же, как и действия Эмили. Но для того, чтобы все-таки как-то адаптироваться в парижской среде, Патрисии Филд нужен был какой-то помощник извне, из самой Франции. Она провела несколько собеседований и выбрала к себе в ассистентки Мерлин Фетоуси, которая с 3-го сезона является официальным художником по костюмам сериала «Эмили в Париже». Но мы можем заметить, что эти женщины не могли не сойтись, потому что у каждой из них есть свой стиль, и он абсолютно яркий, даже визуально. Патриция Филд, естественно, в зуме поняла, что эта женщина может подарить очень много всего интересного в сотрудничестве. И Фетоуси, к слову сказать, не есть той самой классической француженкой в белой футболке и бежевом тренче. Про ее работу над костюмами и работу с дизайнерами я буду говорить на протяжении всего эпизода в каких-то вкраплениях, но должна сказать, что она довольно долго путешествовала, и она, наверное, около 15 лет жила в Мексике и работала там, соответственно. Ну, то есть ее восприятие одежды уже формировалось благодаря этим путешествиям и жизни в разных странах. Кроме того, у нее мама была швеей, а бабушка, ну, в одном источнике упоминалось, что она была коллекционером, в другом, что у нее просто был очень захламлен чердак, и Фетоуси, будучи маленькой, играла в эту всю одежду, наряжалась, и она именно тогда поняла, что одежда может быть тем составляющим, который влияет на наше восприятие. То есть это может быть не только форма, в которой мы ходим каждый день, это может быть та самая форма влияния на то, как тебя воспринимают. Ну, кроме того, у Фетоуси очень хорошее образование. Она училась в школе Лувра, потом она училась в Национальной школе прикладных искусств и ремесел. Позже она стажировалась и работала в лондонской компании, которая предоставляет костюмы на прокат. А позже она стала ассистенткой художницы по костюмам. И это, кстати, была такая история из разряда «Эмили в Париже». Она просто на какой-то тусовке увидела, что люди празднуют, кажется, день рождения в костюмах а-ля Мария Антуанетта, и одной из
действующих лиц, мне кажется, вот главной даже была художница по костюмам Сильви де Саганзак. Это художница по костюмам французская, весьма известная, и она как раз славится тем, что работала с историческими фильмами. Мерлин Фетоуси стала ее ассистенткой, и она, естественно, тоже переняла опыт и знания работы с подобной одеждой. У нее помимо «Эмили в Париже» есть очень классный проект. Это сериал про Брижит Бардо. Я о нем рассказывала. Не помню, есть ли там дубляж, но на всякий случай прикреплю. Если нет, я его сделаю. Просто я это все делаю очень медленно. Там, конечно, тоже подход к историческим костюмам, ну, не таким прям, как из предыдущих эпох, но, тем не менее, воссоздать одежду Брижит Бардо, согласитесь, тоже задачка непростая. Это все-таки была икона стиля. Но в работе с Эмили в Париже у нее абсолютно другой подход, но, как мне кажется, здесь она передает свои знания и свой стиль самой главной персонажки, самой Эмили, ведь те принты, те сумасшедшие сочетания, которые мы можем заметить на тех немногочисленных фотографиях Мэрилин Фетоуси, которые вы уже увидели здесь, они показывают очень много схожестей и в нарядах самой Эмили. Ну, разве что тюрбана нет. Итак, напомню, что Эмили в Париже стала ярким пятном в период локдауна. Когда мы сидели в 4 стенах, как раз появилась эта отдушина, этот голый эскапизм, когда действительно не то, что мы отвлеклись, появилось желание как-то нарядиться и пойти петь в расческу перед зеркалом в каком-то нарядном платье, которое висит и пылится. Возможно, это была одна из идей Эмили в Париже, и она, естественно, зацепила нас таким образом. Но, с другой стороны, это Даррен Стар, он известен уже своими персонажами, так же, как и его соратница Патрисия Филд. Естественно, мы знаем этих 4 подруг из «Секс в большом городе», и они всегда выглядели как люди с тайным трастовым фондом. Непонятно, откуда у них деньги на всю эту красивую мишуру, аксессуары, одежду, обувь, но это и не важно, потому что мы видим фантазию, в которую сами хотим погрузиться. И тут появляется Эмили в Париже. Не знаю, можно ли ее сравнить с Керри Брэдшоу, мне кажется, это женщины разного пошиба, но тем не менее каждая из них уверена в том, что она достойна лучшего. Эмили уверена, что она покорит Париж. Вернее так, Париж упадет к ее ногам. Неважно, что она не знает языка, этикета и как слон в посудной лавке, даже нет, в лавке фарфора французского просто идет на пролом. Ее, конечно, задевают эти все французские взгляды, словечки, и иногда нам кажется, что и очень хамское обращение к Эмили. Но, с другой стороны, давайте откровенно, она не самый приятный человек на свете. Честно говоря, я долго думала о том, как бы подойти к обзору, как правильно построить структуру этого всего эпизода. Ведь, разбирая каждого из персонажей, нужно как-то их структурировать. А начиная с Эмили, это невозможно сделать как-то с разбега, потому что она очень яркая, и здесь много всего. Мы здесь видим какие-то клише, мы здесь видим какие-то смешения разных паттернов, иногда непонятно для чего и зачем это сделано. Иногда это настолько китчево выглядит, что просто душить начинает. И тут в мыслях о том, как бы строить этот эпизод, как начать говорить про Эмили, и я захожу в Инстаграм и вижу девушку, на которую я подписана. Мне не нравится, как она одевается, но я каждый раз ее лайкаю. Мне не особо нравится, что она делает. Она создает посуду, и такую бы посуду я не купила бы домой. Но я каждый раз ее лайкаю. Мне не особо интересно, о чем она рассказывает, но я каждый раз останавливаюсь на ее рилсах, на ее постах, и каждый раз я ее лайкаю. И тут я понимаю, что она же феномен. Это же тот самый феномен Эмили в Париже. Девушки-инфлюенсера, которая работает для соцмедий. И Эмили
Это та девушка, которая создает себя для соцсетей. Она адаптируется к каждому изменению той локации, в которой она присутствует. Она каждый раз строит из себя персонажа. Каждый раз это витрина, на которую мы смотрим, и, естественно, мы ее лайкаем, потому что она приковывает наше внимание, и нам ее уже не развидеть. Патриция Филдс, кстати, рассказывала, что когда начала думать над персонажем Эмили, решила, что ее телефон будет той самой подвеской Керри у Керри Брэдшоу. По факту это действительно очень важная составляющая этого персонажа, ведь ее жизнь имеет как раз инстаграмную функцию, а она выглядит как Барби в мире профессии, ну или в случае с Эмили это Барби, которая постоянно меняет свой образ, оказываясь в той или иной ситуации. Мэрилин Феттоуси не единожды в разного рода интервью повторяла свой совет «не бойтесь плохого вкуса». Это явно та история, которой пытается придерживаться Эмили, ведь у нее одежда не жизненная, неудобная, а именно инстаграмная. И иногда нам кажется, что вкуса там действительно маловато, но стиля тем более. Она каждый раз, как та самая Барби, изображает кого-то. То она очень романтичная девушка, то она девушка, которая работает в офисе, то она девушка, которая просто пытается привлечь внимание в платье, в, не знаю, горохи, сердечки и все что угодно. Каждый раз это очень показная история. Как рассказывала Феттоуси, позже, когда это уже стало, ну, прям не то что красной линией, красным маркером всего сериала, уже общаясь с Лили Коллинз и предлагая ей какие-то наряды, она никогда не слышала, чтобы Лили сказала: «Я это не одену». Но иногда у Лили возникает вопрос: серьезно? И тогда Мэрилин говорит, что вот именно в эти моменты я понимаю, что я уловила суть, и это действительно хороший вариант одежды. Но когда Лили никак не реагирует, она думает о том, что нужно чего-то, наверное, добавить. Мне почему-то вспомнилась фраза, одна из крылатых фраз Коко Шанель: «Когда ты выходишь из дома, посмотри на себя в зеркало и сними одну вещь». Ну, в плане персонажа Эмили в Париже это работает ровно наоборот. Скорее, она на себя натянет, как сорока, еще 3 аксессуара. Это весьма своеобразный стиль, и он очень броско еще играет на фоне каких-то национальных краплений. Я имею в виду, когда американка появляется в Париже, ей не то что хочется влиться, она пытается стать всемирным клише в этих беретах, в этих ярких клетках, полосках, пье-де-пуль. Причем вот если, например, на той же Камиль ее бретонка, ну или аналог бретонки выглядит, ну, как само собой разумеющееся, та полоска, которая появится на Эмили, это будет, ну, в очередной раз шок для глаз. Кстати, если вы заметили, что я не упоминаю бренды, я действительно их стараюсь не упоминать в этом эпизоде, просто потому что есть очень много мест, где можно об этом, обо всем почитать. Я дам несколько ссылок на Инстаграм. Есть несколько страниц, где вы буквально можете найти не только от кого та или иная вещь на главных героях во всех сезонах. Там даже есть ссылки на аксессуары, и что было очень приятно увидеть не единую фирму, нашу украинскую, в том числе даже фирмы аксессуаров. Для меня это было вообще неожиданно. Но, естественно, без упоминания брендов не обойтись. Вообще, очень интересная история того, как искали одежду еще вот в самом начале, когда снимали первый сезон. Ведь его снимали в середине августа, а тогда в основном все пресс-службы модных домов закрыты. Ну, ребят, это Париж. И поэтому особенно возможности взять одежду на прокат не было.
Мерлин Фетоуси довольно легко и даже правильно относится к тому, чтобы использовать одежду из комиссионок, и здесь действительно использовалась подобная одежда, но, кроме того, у художницы по костюмам появилась возможность поработать с некоторой одеждой довольно интересного выхода. Кастинг-директор сериала познакомил их с Филиппом Галле, который долгое время был портным у весьма известных людей, ну, например, у Лагерфельда, Мюглера, Готье. Но Галле создал очень важный социальный проект, который называется «Ренессанс», и там люди обучаются шитью, и обучаются те люди, которые из тех или иных причин не могут выйти на официальный рынок труда. Ну, это своего рода социальная интеграция. И они не то чтобы шили новую одежду, они скорее либо реконструируют какую-то одежду, давая ей второе дыхание, либо они перерабатывают какие-то наряды. И, например, в первом сезоне Минди появляется в платье, переработанном от Сони Рикель, или, например, Сильви появляется в кимоно для дзюдо с цепочками, которая, переработана из одежды, найденной на блошином рынке. Но, кроме этого, естественно, у Патриции Филд уже сформировались какие-то связи, и на тот период у нее были довольно близкие отношения с домом Шанель. Все мы помним, что Энди в «Дьявол носит Прада» это была девушка от Шанель, и они давали довольно много одежды, хотя это не было там прям официально заявленная коллаборация. Нет, тем не менее мы знаем, что Энди Сакс это девушка от Шанель. Здесь для Эмили также давалось очень много одежды для Шанель, но, как мы видим, на протяжении всего сериала она становится она и не стала девушкой от Шанель по факту, но она больше становится девушкой, которая впускает в свою жизнь больше итальянских брендов. Она скорее девушка от Дольче Габбана. Своеобразная девушка от Дольче Габбана. Вот эта вот игра в национальный колорит присутствовала же с первой серии первого сезона, когда Эмили пришла в свой новый офис в рубашке, на которой изображен Париж, изображена Эйфелева башня. Эта девушка постоянно пыталась себя как-то украсить какими-то беретами, полосками а-ля бретонка, но чаще она выглядела, если не сбежавшая девушка, пробовавшая себя ранее в Мулен Руж, то, по крайней мере, какой-нибудь очень эксцентричный мим. Меняется ее одежда. Вот она, мне кажется, доходит до такого китча в виде паттернов, где клетка с полоской, с горохом просто жонглируют друг с другом на перегонки. Вот в третьем сезоне, а потом, когда появляется в ее жизни Италия, вот здесь уже появляются какие-то отсылки к итальянским актрисам. Здесь, кстати, вот появляется очень много референсов. Естественно, здесь не будет нарядов однотонных, разве что в пятом сезоне, когда она пойдет на обед со своим парнем, думая, что он сделает ей предложение. Тогда Эмили, конечно, окажется во всем красном, как страстная девушка в Италии. Но я хочу обратить внимание как раз на отсылки к одежде, возможно, 70-х годов. Например, Софи Лорен, Анна Маньяни. Они могли довольно часто носить горохи. Мне кажется, что это вообще такой полуитальянский акцент, очень частый паттерн в их одежде летней. Также у нее здесь появляются какие-то уже паттерны а-ля Дольче Габбана, то есть отсылки к какой-нибудь плитке неаполитанской или что-то такое, тот же ее бело-голубой костюм, как раз вот очень-очень хороший пример.
Кроме того, у нее здесь и появляется одежда, которая, например, может нас отсылать к Аните Паленберг, как раз к ее комбинезонам с принтами. Ну, в принципе, здесь очень много отсылок и к актрисам, которых мы, ну, не сильно хорошо помним, но если даже мы начнем там вспоминать про какую-то одежду, в которой могли появляться там Капучин или Клаудия Кардинале на каких-то мероприятиях, мы увидим, что здесь как раз могут быть и какие-то пальто из разноцветной парчи, и какие-то украшения, отвечающие итальянскому колориту. Но было бы глупостью сказать, что на протяжении всего сериала не было каких-то референсов или отсылок. Они, естественно, были. И, естественно, они были к Одри Хепберн. Ну, никто не станет утверждать, что не видит схожести между Лили Коллинз и Одри Хепберн. И, кстати, не так давно было заявлено, что Лили будет играть ее в каком-то биографическом фильме. И надеюсь, что так и будет, потому что несколько лет ждала, что будут наконец-то съемки и появится в прокате фильм про Одри Хепберн, где играет Руни Мара, но, видимо, уже канул в лету и заморозился навсегда этот проект. Поэтому надеюсь, что благодаря популярности Лили Коллинз ее игра, ее образ Одри Хепберн действительно мы сможем увидеть. Дальше на протяжении других сезонов мы видели отсылку к «Римским каникулам», где Эмили выглядит практически так же, как и Одри. Она практически повторяет образ принцессы Анны из фильма «Римские каникулы» и также едет на Веспе, наслаждаясь этой поездкой. Также была ссылка на фильм «Шарада», где Одри Хепберн, персонаж Одри Хепберн проводила время в Альпах. И, кстати, Марлен Фетоуси рассказывала, что им удалось найти как раз точно такие же очки от Пьера Марли, которые были и на Одри Хепберн. И когда Лили их надела, у всех, конечно же, появились слезы на глазах, настолько это было здорово. Ну и, возможно, вы помните такой себе очень спорный черно-белый наряд на Эмили, который я лично назвала нарядом Шрёдингера, но нет, здесь были отсылки более романтичные и красивые. Кстати, по-моему, Лили Коллинз самой очень нравился этот наряд. Так вот, во-первых, здесь была отсылка на персонажа Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди» 1964 года. А во-вторых, тут была отсылка еще и на дочь Бэйб Палей, нью-йоркской светской львицы, которую звали Аманда Картер Берден, которая появилась в подобном наряде на балу Трумана Капота, черное и белое. Отдельно я как-нибудь расскажу про Трумана Капота, есть сериал про него и про его лебедушек, и отдельно про этот бал тоже как-нибудь будет, я готовлю эту информацию, так что подождем. Интересно, каким образом дальше будет европезироваться Эмили в 6-м сезоне, но уже по фотографиям со съемочной площадки видно, что одежда немного отсылает и к греческому колориту. Там, кстати, по-моему, съемки еще и в Монако должны быть. В общем, посмотрим. И, естественно, посмотрим, на какой из образов Одри Хепберн еще будет ссылка. И перейдем, наконец, к другому персонажу, например, к Минди, которая, по-моему, и будет являться главной причиной поездки в Грецию. Они вроде как очень хотели поехать в Грецию на девичник. Так вот, возвращаясь еще к первому сезону, к эволюции развития стиля этого персонажа, мы не можем не помнить, что она была няней, когда они познакомились. Но, тем не менее, опять-таки, эта няня выглядела довольно дорого и надевала довольно кричащие дорогие бренды, хотя ее стиль абсолютно отличался от Эмили. Позже мы узнаем, что она из довольно обеспеченной семьи, и, возможно, часть ее нарядов как раз были у нее в ее архиве одежды, и поэтому она их могла использовать. То есть здесь вопросов по поводу тайного трастового фонда к Минди как раз нет. Если
образ Эмили всегда кричит: «Посмотрите на меня, я здесь». И иногда, даже если не хочешь смотреть на Эмили, ты все равно ее заметишь, что Минди немного спокойнее относится к своему образу. Она имеет опыт выступления на сцене, хотя в самом начале он является еще негативным, тем не менее, она уже понимает, как себя представить и как быть заметной не только с помощью одежды. Да, она носит довольно яркую одежду, но чаще она выигрывает не за счет накопления аксессуаров и каких-то очень ярких принтов и их столкновения на себя. А она скорее использует чистые цвета, хотя и довольно яркие. Она может спокойно надеть золотой костюм, она может сочетать даже разноцветные какие-то ткани, но чаще всего эти ткани выглядят очень схожими по текстуре, и поэтому они не сталкиваются. И даже цвета могут находиться на одной плоскости. У нее не будет какого-то грязного цвета, яркого, кислотного. Нет, ее образ довольно органичен, хотя он и чаще всего довольно яркий именно благодаря цвету. Отдельно мне нравится, что Минди всегда, во-первых, нужно показать ее идеально красивые ноги. У нее, правда, потрясающие длинные ноги от ушей, и это всегда надо показывать. И сама актриса даже вот в интервью, садясь перед камерой, очень часто надевает мини-юбки, и она просто обязана это делать, потому что такие ноги — это достояние. Кроме того, у ее персонажа практически дьяволом в деталях кроется шляпа, и очень часто это шляпа от Руслана Багинского. Есть кепка от Багинского и на самой Эмили, но это скорее был какой-то образ смежный для того, чтобы она хорошо читалась с другими персонажами. А вот Минди довольно часто носит разные модели его шляп, и это прям вот видно такое чувство, что у них своя коллаборация идет уже не один год, и это очень круто. Мне еще очень нравится, что у нее как раз нет, как у Эмили, желания адаптироваться через одежду. Она поп-звезда, и она об этом знает. Она уже поп-звезда. Вот знаете, как в фильме «Вавилон» персонаж Марго Робби, о которой еще никто не знал, но она ходила и рассказывала всем: «Я уже звезда». Так и Минди. Она на самом деле уже одевается как поп-звезда. Она уже себя так подает, она знает о себе. И ее одежда как раз ближе не к французской эстетике, не к какому-то вот красивому такому френч-шик, а она ближе к поп-культуре. Она вот эта девчонка с Евровидения, которая заметная, которая яркая и которая даже не боится петь в этих красивых, ярких нарядах просто на площади. Она на протяжении всех сезонов очень расслаблена, и это, естественно, читается в ее ярких нарядах. Но знаете, вот опять-таки столкновение. Она хоть и расслаблена, но у нее есть ритм. Вот видно, что она как раз музыкальна. У нее в нарядах есть динамика. Вот и через эти блестки, через эти сочетания там того же пиджака с платьем, тех же шляп, у нее постоянно идет как будто музыкальный клип внутри самой Минди. И я не понимаю, как добивалась художница по костюмам именно этой ритмичности, именно этого движения в самих нарядах, когда Минди может на самом деле просто сидеть на диване или сидеть в кафе, попивая кофе. Она при этом всегда выглядит как действительно настоящий музыкальный клип, просто находясь в кадре. Еще, знаете, хочется отдельно сказать немножко про актрис, которые как раз играют этих подружек, ведь Эшли Пак, которая играет Минди, на самом деле стала очень близкой подругой Эмили, которая играет Лили, и они несколько лет назад давали интервью, как раз, по-моему, когда уже начали съемки 4-го сезона. Так получилось, что Эшли попала в больницу, у нее был тензилит и был септический шок. Она была в очень критическом состоянии, и тогдашний ее партнер как по сериалу, так и в жизни, а именно Пол Форман, очень заботился о ней. И, естественно, когда начались съемки, ее поддерживали как Пол, так и Лили. И они рассказывали, что если
первый сезон между съемками был наполнен какими-то прогулками, тусовками, естественно, хотелось насытиться новым городом, то здесь из-за того, что Эшли нужно было поддерживать, а девчонки жили в одном большом доме в этот раз, они либо ходили друг к другу в гости играть в пазлы, либо просто ходили в парки и проводили больше времени вместе в такой очень тихой домашней атмосфере. Мне кажется, что это на самом деле очень хороший показатель того, что сериал снимается в очень хорошей атмосфере. И действительно, когда люди, которые играют близких подруг, на самом деле являются близкими друзьями в жизни, это, мне кажется, опять-таки дополнительный какой-то хороший пласт и фундамент для того, чтобы ждать очередной сезон и смотреть на этих девчонок снова. Также я не могу не сказать пару слов про Камиль, персонажа, который присутствовал в сериале на протяжении 4 сезонов и который, скорее всего, не появится и в 6, так же, как ее не было в 5, но, тем не менее, это как раз был персонаж вроде как классической француженки, и упомянуть о ней стоит. Но прежде чем это сделаю, я хочу обратить ваше внимание, что как раз Камиль Роза, актриса, которая играла эту девушку, очень похожа по типажу с Сарой Пиджин, которая играла не так давно в сериале «История любви» про Кеннеди и Кэролин Бассет. Посмотрите просто, как эту девушку изменила ее прическа. И снова-таки эту актрису она поменяла благодаря сериалу. Стоит отметить, что Камиль, наверное, единственная прям француженка-француженка. Если меня кто-то захочет исправить, упомянув о Сильвии, я вам отвечу, что давайте все-таки не забывать, что Филиппин Леруа Больо на самом деле считается французской актрисой, но тем не менее ранние годы она провела в Италии, и она даже в каких-то из интервью рассказывала, насколько ей сложно было научиться правильно говорить по-французски. И ее персонаж также довольно много времени провел в Италии, и на протяжении сезона мы видим, насколько Сильви себя легче чувствует в той стране. О ней мы поговорим немножко позже, но вернемся к Камиль, которая прям всем своим видом показывает, что она француженка. Это, во-первых, у нее как раз одежда показывает мягкость и легкость, и как раз ту подачу француженок в классическом понимании, насколько мы себе представляем француженку, когда слышим это слово. Но у Камиль это все расслабление идет не через правильно подобранный фасон одежды. Она единственная, у кого есть устойчивое положение. Она из весьма обеспеченной семьи, и она единственная, чьи отношения с родителями мы видим. Соответственно, это как раз и формирует вот эту привилегию легкости и обеспеченности, что бы ни случилось. Она весьма домашняя девушка, и как раз это видно в ее подаче. Она расслаблена, ей не нужно ничего доказывать. У нее все в жизни уже понятно, структурировано, и она действительно имеет некоторую защиту. Ей не нужно грызть глотки или показывать себя через какие-то яркие образы. Да, на протяжении сезонов мы видим, что ее персонаж адаптируется к тем реальностям, с которыми она сталкивается. Ведь на самом деле, упаси Боже, иметь такую близкую подругу, как Эмили, когда ты полностью открываешься для нее с ней, а она по факту тебя использует. Причем начиная от А до Я, начиная с парнем и заканчивая семьей. Ну, серьезно, где она только не наследила. Это Эмили в жизни Камиль. Но именно Эмили как раз и структурирует Камиль и помогает развитию ее персонажа. По крайней мере, обретение брони уж точно. Если Эмили на протяжении всех сезонов бегает возле кого угодно, как просто единорог, который научился кувыркаться, то Камиль лучше отойдет в сторону и посмотрит на все со стороны в своих абсолютно не кричащих нарядах, но тех нарядах, где текстура гораздо важнее. Мы видим на ней как раз очень хорошие ткани. Мы можем заметить на ней лен, шерсть, все ткани натуральные.
И, естественно, бренды, которые она носит, также говорят сами за себя. Если у Камиль в первом сезоне были вещи неброские, скорее это была такая база классической француженки. Ну, во-первых, из-за того, что это еще первый сезон, и подбирались образы. Во-вторых, все-таки совсем небольшой бюджет был на одежду для персонажей именно в первом сезоне этого сериала. Так вот, со второго сезона мы уже видим, что Камиль мало того, что начинает больше проявлять себя, она еще и начинает совмещать одежду каких-то очень известных брендов с менее известными, с локальными французскими фирмами. Конечно, у нее мы видим, как только она начинает обретать ту самую броню благодаря своей заклятой подружке, у нее появляются пиджаки Бельмен, у нее появляются Скиапарелли, Валентина. При этом, да, это придает ей какой-то шик, да, нельзя сказать, что она прям резко становится какой-то, ну, сверх необычной. Нет, ну, то есть она также и одевалась, просто одежда подобного качества, которую она носила и ранее, приобрела какую-то более известную бирку. У Камиль есть такой стиль с нотками ностальгии, с нотками Франции 70-х. В некоторых образах можно увидеть какие-то отсылки к Бриджит Бардо, возможно, к Джейн Биркин. Ну, в частности, к джинсам, которые Джейн носила в период своей молодости, когда она была того же возраста, что и Камиль. Даже иногда есть такого немножко рок-н-ролла в виде костюмов, довольно ярких, плюс еще какие-то аксессуары, которые могут напоминать даже Бианку Джаггер. Но вишенкой на торте в ее гардеробе или дьяволом в деталях ее гардероба, мне кажется, являлась ее обувь, потому что эта девушка знает все про удобство. Она не будет, как та же Эмили. Не поймите меня неправильно, я хорошо отношусь к персонажу Эмили, но ее действия, ее одежда вызывают у меня очень часто вопросы. Ну, мне с такими людьми в жизни очень сложно общаться, я их не выдерживаю, потом отдыхаю от них несколько суток. Так вот, если Эмили носится по брусчатке Парижа на каблуках, на платформе, у нее лабутены, Джимми Чу. И я не знаю, что страшнее и что неприятнее, бегать в такой обуви по этим всем дорогам или понимать, что ты сейчас бежишь и убиваешь эту обувь, и к концу дня ее уже не станет, ее можно, ну, дай Боже, если там отнести в ремонт. А Камиль, она возьмет обувь удобную, даже если она будет на небольшом каблучке. Это будет обувь, которая выглядит качественно. И, естественно, по тем ссылкам, которые я даю, вы сможете посмотреть, какие бренды она надевала. Но для меня очень показательно, например, были мокасины от Роже Вивье. Вот, ну, точно так же, как и некоторые балетки, которые также французского качества, и я о них уже не единожды упоминала в предыдущих эпизодах. Это, наверное, одна из тех пар обуви, которые сама бы с удовольствием примерила при первой же возможности. Да, это не мокасины, это лоферы, я себя уже исправляю, но, тем не менее, пишите, рассказывайте, что я не так говорю, я очень люблю читать ваши комментарии. Ну и, наконец, переходим, наверное, к самому любимому персонажу этого сериала, к Сильви, которую играет Филиппин Леруа-Булью. Когда я увидела впервые ее, было ощущение, что где-то я ее видела, я откуда-то знаю эту актрису, но в то же время я не сильно понимала, почему она не на виду, она же такая эффектная. И тут я вспоминаю фильм «9 месяцев», который черт знает когда еще был снят, и потом еще по нему, по-моему, с Пирсом Броснаном и, кажется, с Джулианой Мур снимали этот фильм. Если я угадала, я покажу постер или отрывок из этого фильма. В общем, тогда снималась в этом фильме молодая Филиппин, и, естественно, согласитесь, ее не узнать.
Да, ведь почти угадала, там снимался Хью Грант, но тем не менее. Здесь же, в этом сериале, Филиппин играет довольно одиозную женщину, тоже пиар-агента, как и в предыдущем популярном сериале Даррена Стара. Тогда это была любимая всеми Саманта, которую хочешь не хочешь, но ты на нее смотришь и чаще всего таки любишь. Ну, по крайней мере, ты уважаешь ее и как женщину, и как работника. Так и здесь. Сильви довольно часто ведет себя, возможно, не сильно лояльно или правильно. Она одевается очень ярко и очень броско. Она порой не следит за словами и за собственными действиями. Из первого сезона очень было много вопросов к ее прошлому. Мне кажется, что персонажи Сильви и Эмили как раз очень зеркалят друг друга на протяжении всего сериала. И если мы вроде как хорошо относимся к Эмили, но нас она раздражает, то с Филиппин наоборот, да, она нас может раздражать, и вроде как это изначально, ну, не крайне приятный персонаж, но тем не менее она очень располагает. Когда Даррен Стар о ней думал, он говорил, что первое, что точно у нее есть муж. Возможно, этот брак уже довольно давно сформирован. Мало кто об этом знает. Сама Филиппин говорила в одном из интервью, что об этом точно знает Люк, и они на протяжении всего сериала и хотели использовать эту информацию еще когда только обсуждалось это все в период первого сезона. Ну, естественно, когда мы узнаем немножко больше про ее биографию, в частности, про ее брак, у нас возникает еще больше вопросов. Кто же эта женщина на самом деле? А на самом деле это молодая Эмили. Та же сильная, та же дикая девушка, которая была уверена в себе, несмотря на то, что она изначально вшла в бизнес, где приоритет отдается не только более матерым людям, да, где приоритет, в принципе, в период молодости Сильвии отдавался мужчинам. И тем не менее она как трактор перла туда. И поэтому, естественно, хоть мы изначально и не видим особого расположения Сильвии к Эмили, тем не менее она становится ее ментором, она становится ее наставником и через какие-то не сильно удобные и приятные задания тем самым учит эту девушку выживать и учиться плавать в этом океане с акулами. Но хоть Сильви и периодически объясняет как нормы поведения, так и какие-то правила этикета не только на работе, но и жизни в Париже, да и во Франции в целом, все-таки она сама и нарушает некоторые из них. Ну, например, никаких романов на работе, но вот ее любовник. Оденься, пожалуйста, подобающе, и все-таки здесь нужен хоть какой-то дресс-код, но вот мое платье. Она не следит за тем, чтобы выглядеть прям идеально. Она действительно сила природы, которая сносит все, что ей не особо удобно. При этом она делает это все с умом. На протяжении первых нескольких сезонов мы видим очень плавное развитие и узнаем совсем по чуть-чуть то, чем живет эта женщина. Да, мы узнаем про ее связи, мы узнаем, что она жила какое-то время не только в Париже, но вместе с этим уже к третьему сезону, когда мы больше узнаем ее как человека, как личность, мы видим и более яркую одежду в ее гардеробе. И здесь она начинает еще больше не то что зеркалить, а прям сливаться с Эмили. И не то, что она начинает как-то сближаться с Эмили, да, она скорее дает трещину в броне, и это мы как раз видим через вот эти цветовые вкрапления. Ранее она пыталась показать себя холодной, хотя на самом деле мы видели, что там огонь еще тот. То есть это та самая женщина из Сен-Лорана, которая, скорее всего, с Сен-Лораном и была знакома, и, возможно, даже не единожды с ним где-то встречалась, возможно, даже отдыхала вместе. И когда мы видим, что Сильви себя отпускает, даже в плане отношений, когда она уже открыто начинает встречаться с молодыми парнями, когда даже некоторые романы замечают ее сотрудники,
она начинает оживать. Позже мы еще и узнаем про ее и Италию, и здесь теперь все понятно. Это уже женщина, которая показала себя, которую биографию, чью мы раскрыли, мы поняли, и теперь пазл сложился. Единственное, что остается мне очень интересным, каким же образом она будет показывать себя в Греции, в Монако или в конце. Все-таки, естественно, они в Париж приедут и покажут себя в Париже. В любом случае, те наряды, которые мы заметили на Сильви в период 5-го сезона, например, от Альберто Ферретти, от Алая или от Вивиан Вествуд, мне кажется, лучше всего подчеркивают подобную женскую сексуальность, женскую такую дикость, которую как раз и транслируют как Сильви, персонаж этого сериала, так и Филиппин Леруа Болье на каких-то презентациях или показах мод. Что ж, сегодня про этот сериал это все. Напишите мне, пожалуйста, как вам, когда мы немножко отходим от разбора конкретных образов. Является ли более полезным просто разобрать самих персонажей или все-таки нужно побольше вкраплений? Ну, я пытаюсь находить формат, который будет удобен мне для того, чтобы более чаще записывать подобные обзоры, поэтому ваше мнение мне, естественно, очень важно и полезно. Что ж, спасибо, что были со мной. На следующей неделе снова будем смотреть на что-то интересное в каком-то фильме или сериале. А сегодня я вам говорю спасибо, до встречи и пока.